Всем привет! Сегодня в уходящем 25 году поговорим о будущем доллара на год следующий, на год 2026. Будучи трейдером с большим опытом, я всегда говорил, что делать прогнозы– это дело неблагодарное, так как правило, они не сбываются. Но в этом видео мы будем делать не сколько прогноз, сколько перечислим те факторы, которые могут повлиять на доллар в следующем году. И так как мы будем перечислять исключительно фундаментальные факторы, которые приводят к изменению тренда на рынке, то я думаю, что плюс-минус мы попадем в цель. В любом случае, эти факторы стоит озвучить и обсудить, чтобы на них ссылаться в следующем году торговом. Итак, давайте начинать. Мы, во-первых, видим, что за этот год доллар потерял практически 10% своей стоимости к основным валютным парам. 10% потерял и последние несколько месяцев отстаивается внизу, рисуя так называемый медвежий флаг. То есть это 10% вниз, боковик и еще 10% вниз. Это классика технического анализа. А, Эти фигуры так часто отрабатывают, как и не отрабатывают. И ни в коем случае не хочу призывать вас к тому, чтобы вы верили таким фигурам, но это просто объективный взгляд на ситуацию. У нас есть резкие сильные изменения цены вниз, что говорит, конечно же, о агрессивных распродажах на рынке, и слабо вяло текучее движение наверх. Сильные агрессивные импульсные движения, как правило, вызываются исключительно институциональными участниками рынка. Никакие ритейл-трейдеры, розничные трейдеры не способны влиять так сильно, особенно на валютный рынок, который очень плотный, надо очень много денег, чтобы его подвинуть. Поэтому сильные резкие изменения– это всегда институциональные участники. Так как они его агрессивно распродавали, видимо, понимают будущее, что его ждет дальше. Итак, технический анализ говорит нам о том, что доллар находится под давлением, рисует медвежий флаг и имеет все шансы снова нарисовать 10% снижения на ключевой уровень 90, который на истории себя хорошо отрабатывал. И перед тем, как это случится, скорее всего, надо озвучить те факторы, которые могут повлиять, то есть ускорить это снижение. И давайте их проговорим. Я думаю, что здесь в первую очередь надо выделять фактор Трампа. Федрезерв в этом году снизил ключевую ставку, он еще на 25 базисных пунктов, и есть разговор о том, что снизит и в следующем. То есть мягкая денежно-кредитная политика. Но при чем тут фактор Трампа? Я думаю, что, наверное, как раз-таки во всех этих прогнозах нужно учитывать именно этот фактор, потому что придя к власти в Белом доме, то есть став президентом США, Дональд Трамп неоднократно говорил, что его не устраивает текущий уровень ключевых ставок. Он говорил, что это очень дорого обходится Америке. Много раз Джерома Пауэлла призывал снизить и много раз с ним вступал в политический такой конфликт, причем публичный, угрожая его уволить и так далее, если тот не будет снижать ставку. Джером Пауэлл, конечно, ставку особо активно не снижал, но мы видим, что под конец года уже пошли эти самые движения. То есть ФРС, можно сказать, прогибается под Трампа планомерно. И что интересно в Дональде Трампе, если вспомнить все его предвыборные обещания, то можно выделить одну интересную идею. Если рассматривать его как великого геополитика и геостратега, то мы не видим особо каких-то результатов от его деятельности. Можно сказать, их просто нет. Но если мы разбираем исключительно финансовую сторону вопроса, то мы видим как раз-таки, что он очень даже хорошо добивается своих целей. То есть то, что он озвучивает, реально происходит. Это, наверное, очень серьезный повод задуматься о том, что действительно важно Дональду Трампу, наряду со всем тем, что он говорит. То есть я это просто специально хочу отметить, что вот как ни странно, все Трампа ругают за то, что он ничего не делает, и по сути так и есть. Он ничего из того, что говорит, в частности, о своей миротворческой деятельности, не делает, ничего не происходит. Но вот что касается денег,
А вы видите, я специально сделал сноску внизу. Это вот публичные данные, тут их можно проверить легко. То есть сколько за 25 год, финансовый год, США выплатили процентов по долгу, так как тело у нас тут э, 38 триллионов, то процентная, ну вот эта ключевая ставка, которая является, по сути, стоимостью долга для Америки, вот приводит к таким расходам. Конечно, Дональду Трампу это не нравится, да и мало кому бы понравилось. Поэтому он всегда призывал главу Федрезерва снижать эту ставку, чтобы, понятно, и снижались проценты по телу, так как Америка, можно сказать, живет в долг, и занимать дорогие деньги никто не хочет. И мы видим, что все к тому идет. Во-первых, сменится глава ФРС, уже обсуждают активно будущего главу, и это точно будет не Джером Паул, с которым Дональд Трамп активно конфликтовал, о чем я уже сказал. И говорят, что это будет, понятно, человек Трампа, то есть человек максимально лояльный, и, видимо, будет напрямую выполнять волю президента США. И именно это, наверное, является самым главным аргументом в пользу дальнейшего снижения доллара. То есть дорогой доллар, дорогой долг невыгодны первому лицу Америки. И он об этом прямо и заявляет. То есть тут даже не тайна, это не конспирология, это вот объективный фактор. И мы видим, как рынок идет именно в сторону его воли. То есть вот эта фигура флаг, как я уже сказал, она это фигура продолжения тренда. У нас есть явный медвежий тренд на графике, и я бы сказал бы так, есть большая вероятность того, что как раз-таки в этом случае фигура отработает. Если сама по себе эта фигура ни на что не влияет, ну, то есть она, как я уже сказал, то отрабатывает, то нет, то мне кажется, в этом конкретном случае есть все шансы на то, что она отработает. Просто потому, что именно за текущей картинкой стоят вот те самые фундаментальные факторы. И не сколько денежно-кредитная политика ФРС, как именно само желание Дональда Трампа не платить по долгам. Ну, вернее, не платить много. Я думаю, что реализацию этого тренда мы увидим уже в ближайшие кварталы следующего года. Более того, очень будет интересно увидеть, когда зайдет новый председатель на пост главы ФРС. И если это действительно будет человек Трампа и все сложится, как Трампу хочется, то я думаю, мы увидим очень резкую реакцию на рынке. То есть это тот момент, когда бы я активно наблюдал за рынком. Если он будет отрабатывать дальнейшее снижение, ну то есть идти по текущему тренду, который сейчас медвежий, я напоминаю, то все в принципе сходится. В данном случае мы просто будем видеть, как власти США управляют стоимостью своей валюты. Можно так это назвать. Конечно, через институциональные ну, рычаги, то есть институты, конечно же, задействованы, но сама суть, то есть воля одного человека или группы лиц, которые стоят за этим одним человеком, могут вполне влиять на стоимость доллара на валютном рынке. Надеюсь, эти размышления будут кому полезны, особенно для тех трейдеров, которые торгуют активно рынок Форекс. Ну и понимание возможного развития тренда является очень важным фактором для совершения адекватных сделок, так как все на рынке очень субъективно, я всегда призываю все равно следовать тренду, потому что на дистанции только данный метод позволяет быть на стороне положительного математического ожидания. Ну и понятно, меньше риск, больше потенциальная прибыль. Из уровней отмечу 100 как является, ну, уровень 100 является ключевым сейчас для нас и главным уровнем, потому что это так называемый уровень смены приоритета. Пока цена находится под этим уровнем, у нас продолжается медвежий тренд, и рынок уязвим к дальнейшим распродажам. Пробой и закрепление и развитие цены наверх отменяет медвежью
сетап так называемый, или этот медвежий флаг, и нужно будет полностью пересматривать свои ожидания. Пока цена находится под этим уровнем, данная логика, которую мы озвучили, она, я считаю, будет рабочей, и пока не случится чего-то нового, этот сценарий имеет место быть. На этом все. Желаю всем профитов в новом году и обязательно быть осмотрительными по мере выхода таких важных данных, как новый председатель ФРС США. Ну и, конечно, а, медианный прогноз по ключевой ставке от ФРС. Я думаю, мы там увидим много намеков на то, что будет дальше происходить с долларом по отношению к основным валютам. Ну и, конечно же, риторика Дональда Трампа является, наверное, вообще самым ярким и надежным индикатором в наше время. На этом все. Всем профитов.